Привет! С вами Артем Ворожцов, и это канал «Математические эксперименты». В прошлый раз я стал рассказывать про символ Лежандра и совершенно не раскрыл тему. Тему на самом деле раскрыть практически невозможно, она неисчерпаемая как электрон. У нее большое продолжение, это различные законы взаимности, квадратичный закон взаимности Артина, и там вплоть до модулярных форм, что уже является современной математикой. Но давайте постепенно, шаг за шагом. Итак, в прошлый раз мы определили три функции. Вот это po(p), sign(p) и Legendre символ. Какие у них были определения? Эта функция – это просто степень числа m, степень Эйлер φ пополам, функция Эйлера пополам. Для простых чисел функция Эйлера φ равна p-1. Ну, то есть для простых чисел это просто m в степени p-1 пополам. Sign(p) – это от слова signature p. Это четность перестановки, которая порождается умножением на число m в таблицу умножения по модулю π. Ну и таблицу умножения по модулю π, естественно, брать только на числах, которые взаимопросты с π. И символ Лежандра, который равен 1 или -1, в зависимости от того, можно из числа m извлечь корень по модулю π или нельзя. Ну то есть есть такое число x, квадрат которого равен m, или нет. И мы с вами убедились, что эти три функции одинаковые, если число p простое. Вот. При этом я пользовался функцией Jacobi символ, которая встроена в Вольфрам математика. Эта функция является расширением символа Лежандра на непростые случаи p. В Википедии написано, что это расширение только для нечетных π. Но в Вольфрам математике эта функция определена и для четных p. Определение следующим образом устроено. Jacobi символ равен символу Лежандра для простых p. Кроме того, для составных значений второго аргумента мы просто берем и раскладываем на произведение двух символов Jacobi. И так дальше, рекурсивно, вплоть до простых множителей. Понятно. То есть Jacobi символ мультипликативная функция по второму аргументу. И кроме того, для случая нечетных m и n сделано такое расширение символа Jacobi на случай четных вторых аргументов. Ну и, конечно же, по первому аргументу Jacobi символ тоже мультипликативный. Можно таким образом определить Jacobi символ. Разложить число n на множители и для каждого этого множителя вызвать функцию Legendre символ. Давайте это сделаем. Так, чтобы пояснить, что здесь происходит, давайте посмотрим, какой результат у функции factor integer. Она просто выводит простое число, степень, простое число, степень. Такой список. Если мы применим 3 собаки и функцию к этому результату, ну, давайте я напишу тут какую-нибудь несуществующую функцию. Вот что получится. Еще раз. Без этого добавления получаем список простых множителей со степенями. А с этой добавкой получаем, что простое число становится вторым аргументом, а степень становится степенью. Ну, еще надо добавить знак умножения вместо этой запятой. И это делается с помощью times 2 собаки. Вот. Ну, это и есть определение этой функции myJacobi symbol. Давайте проверим, что это определение работает. Вот выбираю число m, например, 15, и сравниваю для всех нечетных значений второго аргумента. Попробую тройку, true. Попробую пятерку, все хорошо. Ну, в общем, поверьте мне. Так, дальше. Я тут захотел определить еще один вариант функции по π, только с добавленной буквочкой n, которая равняется нулю, если m и p не взаимопросты. Я уже забыл, зачем я это делал. Давно писал этот файлик. Поставим атрибут listable у этих всех 4 функций, так, чтобы можно было в качестве аргументов поставлять список. Вот как я здесь делаю. Я в качестве первого аргумента подставил сразу список, и тогда он это все, тоже вот это вот выражение превращает в список значений функции по pn
где в качестве первого аргумента берутся все элементы из списка. Здесь я сравниваю, верно ли, что функция по Pn совпадает с функцией sign_p, буду так ее звать. Верно ли, что функция sign_p совпадает с функцией Legendre symbol. Ну и так далее, видите, да? Тут получаем true, false, 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 false. Ну давайте начнем с чего-то простого. Например, числа 3. Убедимся, что все хорошо. Для простого числа 3 все 4 функции по Pn, сигнатура p, Legendre symbol и Jacobi symbol, все они выдают одно и то же. Пробуем 7, 37, 137, вот 127. Когда подставляешь простое число, все 4 определения дают один и тот же ответ. Теперь пробую 3 умножить на 5. Все, ситуация уже хуже. Только по Pn совпадает с signature p, а все остальные не совпадают друг с другом. 3 в квадрате. Друг с другом совпадают, но не совпадают с Jacobi symbol. А в третьей степени опять все совпадают. Ну, похоже, что для четных степеней есть несовпадение, а для нечетных полное совпадение всех 4 функций. Давайте вместо тройки возьмем 7. Слишком большое число. Ну вот, получилось, что для 5 в степени 2 мы имеем совпадение только первых 3 функций, а для 5 в степени 3 уже совпадают все 4 функции. Ну что ж, значит, по сути дела, у нас есть 3 функции. По Pn и sign_p совпадают всегда. Так что можно считать, что это одна функция. У нас есть, значит, power Pn, Legendre symbol и Jacobi symbol. 3 функции. И все 3 мы можем изучать. Но прежде чем перейти к изучению Jacobi symbol, хочется сказать следующее. Ведь мы можем взять это числовое поле по модулю простого числа p и добавить к нему корень из минус единички, как это мы и делали, когда придумывали комплексные числа. В принципе, это же простая штука. Берешь и добавляешь, а дальше все автоматом происходит уже без твоего какого-то активного участия. Например, вот берем и умножаем 3 плюс 5i умножить на 2 минус i, где i это корень из минус единички. Да, так мы поступали. И что получается? Ну, надо просто раскрыть скобки. И в квадрате превращается в минус 1. Ну, а там, где и осталось i, то оставляем i. Вот тут 7i, потому что это 5i умножить на 2. Минус 3. Вот и получается как бы 10 минус 3 это 7i. Ну, попробуйте сами раскрыть эти скобки и вспомнить в какой-то момент, что и в квадрате равняется минус 1. Ну и кроме того, можно добавить к этому модуль. Взять по модулю 7. И тогда это будет просто минус 3. Или взять по модулю 5. Вот. Можно также делить. Вот, например, результат деления. Но мы можем взять результат деления по модулю 7. Вот. Потому что почему? Потому что вот 1/5 по модулю 7 это на самом деле 3. Действительно. 3 умножить на 5 это 15, а 15 это как раз 1. То есть 3 и 1/5 совпадают в модульной арифметике по модулю 7. Соответственно, 13/5 совпадают тоже с тройкой с знаком минус, потому что 13 это минус 1. Ну, то есть, по сути дела, надо минус 1 умножить на 3. Вот. Polynomial mod это функция, которая как бы умеет делать все, что умеет делать функция mod, и еще кое-что. Она умеет вот эти вот правильные дроби m разделить на n превращать просто в вычет по модулю p. Хорошо. Ну вот, кстати говоря, вот замечание. Если здесь поставлю 5, то что же будет? Вот ответ. 1/5 плюс 13/5 и. Но 5-то отсутствует как число в модульной арифметике по модулю 5. Действительно. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, число минус 1. Из числа минус 1 в модульной арифметике по модулю 5 извлекается корень. Это 2. 2 в квадрате это 4. 4 это и есть минус 1. Так что, когда мы тут как бы добавили корень из минус единички в модульной арифметике по модулю 5, мы на самом деле ничего не добавили. В модульной арифметике по модулю 5 это вот и корень из минус единиц это просто 2. Но зато в модульной арифметике нету числа такого, квадрат которого равен тройке. Можете это сами проверить.
Поэтому в модульной арифметике по модулю 5 можно добавить и равный корень из тройки. Вот. Так, давайте я определю символ и таким образом. Вот. Я тут напишу полиномиал. Вот, смотрите, мы умеем умножать числа в модульной арифметике по модулю 5, куда мы добавили корень из тройки, которого как бы нет в исходном числовом поле. И сейчас научимся делить. Полиномиал мод. Вот что получается. Он разделил, но не до конца довел. Надо теперь это домножить на 3 минус корень из 3, и числитель и знаменатель домножить на это число и довести вычисление до конца. Просто, значит, вот я сейчас сделал замечание про то, что числовое поле по модулю P может быть легко расширено до поля, где будет уже не P элементов, а P квадрат. Просто надо добавить корень из m, где m какой-то квадратичный невычет. То есть какой-то остаток, для которого нет числа x, квадрат которого равен ему. Ну и, кстати, здесь можно провести такую аналогию. Вот символ Лежандра равен либо единичке, либо минус единичке. Кстати, его можно определить как 0 в точке 0. И тогда можно его воспринимать как знак числа. Ну, действительно, он равен единице для чисел, из которых извлекается корень. Ну, прямо как в случае вещественных чисел. Мы можем извлекать корень из положительных чисел, поэтому те числа, для которых символ Лежандра равен единице, вот эти числа мы можем называть положительными, а другую половину чисел, не равных нулю, называть отрицательными. И, по сути дела, значит, чтобы расширить числовое поле по модулю P, надо добавить корень из какого-то отрицательного числа. Идем дальше. Нам нужно разобраться, чему равен символ Лежандра для простых чисел. Для случая, когда число m, первый аргумент, равен минус единице. Вот что мы получаем. Вот простые числа, это первый элемент в парах. А второе число это как раз значение символа Лежандра, который совпадает с Якоби символ для случая простых вторых аргументов. Давайте посмотрим, для каких простых чисел символ Лежандра равен минус единице, и для каких он равен единице. Примерно поровну, можно даже уточнить. Вот здесь вот 48 чисел, значит здесь 52 числа, потому что исходно я взял просто 100 чисел. Хорошо. Ну, вообще как бы возникает ощущение, что есть какой-то баланс. Что как будто бы половина чисел у нас. Для половины простых чисел у нас минус 1 положительное число, а для другой половины отрицательное. Вот видите, 504 это близко к половине. Кстати говоря, интересно поизучать этот баланс, как он меняется. Вот мы будем увеличивать число n, смотреть все простые числа меньше, чем n, и смотреть, сколько там получается простых чисел, у которых минус 1 отрицательно, и сколько таких, для которых минус 1 положительно. Ну, здесь написан ответ на вопрос. Оказывается, надо посмотреть на остаток отделения по модулю 4. Мне бы хотелось, чтобы в моих роликах мысль шла каким-то таким естественным путем, и не было таких вот внезапных озарений. Не озарений, точнее, а готовых ответов. Ну, смотрите. Мне кажется, что все-таки, если бы вы вот честно посмотрели бы на эти числа, то вы бы догадались. Вы бы смотрели, и в какой-то момент увидели бы эту закономерность. И, кстати говоря, ну вот, эту теорему легко доказать. Доказывается она таким образом. Если p, простое число, имеет остаток отделения на 4, 1, тогда минус 1 в степени p минус 1 пополам равен единице, потому что p минус 1 пополам это четное число. В общем, в этом случае оказалось все очень просто. И, значит, у нас есть предположение, что простых чисел, у которых остаток 1 по модулю 4, примерно столько же, сколько и простых чисел, у которых остаток минус 1 по модулю 4. Какое бы большое n мы ни взяли, которое ограничивает на наши простые числа. Что значит примерно столько же? Ну вот это мы обсудим сегодня. Чему равен символ Лежандра
если мы возьмем в качестве первого аргумента 2. Давайте посмотрим, для кого символ Лежандра для двойки равен минус единице. Тут уже самих чисел нет, уже взят мод. Ну, давайте я мод временно уберу. Вот эти простые числа, для которых двойка является отрицательным числом. Давайте проверим, а вдруг опять ответ лежит в том, какой остаток по модулю 4. Но нет. Тут все остатки, которые разумные, присутствуют. И 1, и 3, их всего 2. Неудача. Да? Так, ну давайте попробуем 8. И здесь уже мы получили, похоже, с вами ответ. Смотрите, остатки для простых чисел, для которых число 2 отрицательно, это 3 и 5, а для которых число 2 положительно, в смысле извлекается из него корень, это остатки 1 и 7. Ну, вот такая гипотеза. Давайте двигаться дальше. Итак, вот наш ответ для двойки. А для тройки? Вот ответ для тройки. Я тут сначала попробовал тройку, но ничего не получилось. Для обоих множеств нашлись оба остатка, 1 и 2. Потом я попробовал 6. И тоже ничего не получилось. Одно и то же множество остатков. То есть, как бы, не позволяет нам разделить на две части. А вот 12 сработало. 1, 11 и 5, 7. Идем дальше. Для 5 сработало просто 5. Для 7 опять пришлось умножить на 4. Для 11 тоже пришлось умножить на 4. 11. Вот 13. Не пришлось умножать на 4. 17. 29. А для 43 пришлось умножать, чтобы вот эти два множества остатков были разные, без пересечения. Итак, когда мы, значит, поставляем в качестве первого аргумента число m, какое-то простое число, то ответ на вопрос, чему равен символ Лежандра, зависит от остатка, от деления второго аргумента на вот это число или на это число умножить на 4. И вот что у нас получилось. Символ Якоби для случая, когда первый аргумент зафиксирован, является периодической функцией по второму аргументу, где период равен либо значению первого аргумента, либо 4 умножить на значение первого аргумента. И если вы присмотритесь внимательно, вы поймете, что это как раз вот зависит от того, какое число p подставлено в качестве первого аргумента. Такое число, у которого остаток 1 по модулю 4, или у которого остаток 3 по модулю 4. Вот 43 имеет остаток 3 по модулю 4. Именно поэтому здесь нам пришлось умножить на 4, чтобы в результате получить два не пересекающихся множества остатков. Идем дальше. Вот я вам обещал посмотреть на то, какой у нас баланс. И как раз к этому сейчас переходим. Так, попробуем поставить минус 1 и убедиться в этой вот простой штуке, что символ Якоби, когда мы постепенно увеличиваем второй аргумент, равен то единичке, то минус единичке, в зависимости от того, какой просто-напросто остаток по модулю 4. Я тут иду только по нечетным числам. Accumulate можно убрать, он пока здесь не нужен. Вот так вот. Ну и убедиться, что Якоби символ равен либо 1, либо минус 1. Ладно, верну Accumulate. Вот. Смотрим для числа 43. Вот, видим как раз такую периодичность здесь у функции Accumulate. Период равен 4 умножить на 43, надо полагать. Ну, вот можно в этом убедиться. К чему равняется расстояние между этой вершинкой и этой вершинкой? Надо просто изучить этот момент. Так, хорошо. Дальше. А если мы возьмем не решение Якоби символ, а нашу функцию по π, что тогда? Тут ситуация более сложная.
Я сейчас тут уберу деление, которое я сделал. Здесь получается, что accumulate от нашей функции. Вот такая вот функция, которая все время увеличивает свою амплитуду. И чтобы подавить это увеличение амплитуды, надо разделить на само число n, которое мы взяли в качестве второго аргумента. И тогда получается такая функция, загнанная в какой-то коридор. Так, что-то мне не нравится, что здесь нету gridlines. Надо сделать set options для функции listPlot, а также для функции plot. Надо поставить gridlines automatic. Вот. Если мы уберем accumulate, то мы будем видеть такую картинку, непонятную. Ну вот именно поэтому я использую везде accumulate, чтобы картинка была яснее. Вроде бы accumulate как бы добавляет еще одно действие и усложняет думание о том, что ты видишь. Но нет. Функция accumulate считает баланс единичек и минус единичек. Ну вот, кстати, функция PowerP не факт, что возвращает только единички и минус единички. Это же просто m в степени функция Эйлера пополам. Чему там она равна, когда мы подставляем какие-то непростые значения второго аргумента? Это еще надо посмотреть. И мы посмотрим обязательно. Но давайте сначала посмотрим, как дела с аналогичной функцией для функции signature p. Тут вообще мы получаем такой растущий график. Ну, видно, что Jacobi символ самая такая регулярная штука, и, пожалуй, изучение надо начать именно с нее. Итак, мы с вами поняли, что функция Jacobi символ является периодической функцией, как по первому аргументу, так и по второму. И у нас есть гипотеза относительно того, что она чему равен период по второму аргументу. Вот она равняется, значит, 1 минус 1 для случая, когда мы в качестве m берем минус 1. Когда мы берем accumulate, от этого ничего интересного не происходит. Но давайте возьмем простые числа. Будем идти не по нечетным числам, а по простым числам. Или по их степеням. И посмотрим, какой там будет баланс единичек и минус единичек. Как этот баланс будет меняться с ростом, значит, некоторого предельного числа n большое. Вот, accumulate растет. Похоже на рост корневой в среднем. Хорошо. Давайте же тогда разделим наш y на корень из x. Вот как это делается. Да, и, кстати говоря, от x возьмем логарифм. Вот это здесь проделано. Так. Ось x это уже логарифм от числа n. Значение y это сумма значений Jacobi символа до числа x, ну точнее там экспонента от x, по всем степеням простых чисел, которые меньше, чем это x. Не просто по всем степеням, а по простых чисел, а по степеням простых чисел, которые не равны двойке. Вот. Двойка это особенный случай, вы уже поняли, да? Давайте возьмем миллион чисел и найдем среди них те, которые являются степенями нечетного простого числа. И как бы, ну, хочется нарисовать этот график дальше. Продолжить его вправо. Так, рисовали. Вот он. Гипотеза. Эта функция находится в каком-то коридоре, который не покидает. От 0 до 0,2, начиная с какого-то большого значения x. Давайте посмотрим, какие вообще значения на этом графике встречаются на оси y. Для этого построим гистограмму значений y. Вот она какая. Неплохо бы продолжить его дальше, далеко-далеко-далеко, и посмотреть, к чему стремится это распределение. Идем дальше. Вот она вычислила за 30 секунд все степени простых нечетных чисел меньше, чем 3 миллиона. Дальше я написал функцию expSlice, которая позволяет мне брать лишь подмножество пар x, y, когда я рисую графики. Так, здесь я
Это давно я писал, я здесь попытался написать оптимизированную версию функции, которая вычисляет все степени нечетных простых чисел. Ну ладно, не будем ее использовать. Посчитаем accumulate от Jacobi symbol из степеней простых чисел и нарисуем график, взяв из него 50 тысяч точек только, которые равномерно распределены на этой логарифмической оси. Exp-slice это как раз вот взять 50 точек, равномерно распределенных на логарифмической оси. Теперь давайте разберемся с функцией POP. Вот какие она значения принимает для первых 500 нечетных чисел. Видно, что здесь встречаются 5, 15, 10. Угу. Ну ладно. Нарисуем. Так, сначала для небольшого количества чисел нарисуем. Ух ты, как красиво. Видно, что есть тут две гармоники. Одна быстрая, а другая медленная, постоянно увеличивающаяся в амплитуде. Ну и у первой гармоники тоже амплитуда увеличивается. Хорошо. Давайте посчитаем это все подальше. 10 тысяч. Так. Давайте разделим y на x. Так. Вот вам еще одна гипотеза. Эта функция не покидает какой-то коридор. Так. Но это у нас функция по π. А вот если мы тут напишем n, то в тех местах, где были вот эти вот числа, больше по модулю единицы, возникает просто нолик. Вот на этой функции есть такие большие прыжки. Это и есть случай, когда вот здесь вот были большие числа. Теперь мы как бы все эти большие прыжки обнулили и хотим нарисовать, что получается. Что мы тут видим? Растущую функцию примерно линейно. Для 250 тысяч ответ 80 тысяч. Ну тут я подготовил некоторый вариант. Значит, давайте вычтем примерно 0,33 от x. И мы получаем функцию уже отрицательную. То есть случился перелет, мы вычли слишком много. Но ничего страшного. Мы к этому добавим 10 корней из x. Вот что получается. Ну и дальше можно там пробовать добавлять какие-то следующие степени x. Но это дело неблагодарное. Давайте лучше попросим математику саму подобрать, зафиксировать значение y как сумму каких-то компонентов. Вот, например, таким образом. Я разделил y на корень от x, и вот эту функцию стал фитировать. Давайте посмотрим, что получается. Ну что ж, неплохо. Это и есть невязка, как бы разница между y и нашей аппроксимацией y с помощью линейной комбинации вот таких вот степенных функций от x. Так, а важно ли здесь иметь x в степени 1/4? Проверим. Да, невязка сильно портится. Хорошо, значит она тут нужна. Окей. Смотрим на то, что он подобрал. Смотрите, какие у меня есть рассуждения на эту тему. Когда я вижу маленький коэффициент, это хорошо. Вот эти числа, которые меньше по модулю, чем 10, это хорошие числа. Они говорят о том, что мы выбрали хорошие первые три компонента. А когда коэффициенты, которые находят линейной регрессии, получаются большими, возникает подозрение, что выбран не тот базис функций. И вот, скорее всего, этот базис надо сменить. Хорошо, то есть вот большие степени мы угадали, а что здесь стоит, не очень угадали. Возможно, здесь нужно выбрать другой базис с логарифмами или еще какой-нибудь. Но, как бы там ни было, тут надо решить две задачки. Вот придумать этот базис, а второе сформулировать теорему о том, что после вычитания этого приближения данная функция не покидает какой-то коридор там, от минус 0,2 до 0,2. Хорошо.
Ну и здесь, похоже, то же самое сделано, неинтересно. Так, а что там с signature? Ту же самую штуку можно проделать для функции signature p. Вот что мы получаем. Здесь тоже уже некоторый готовый ответ нарисован. Вот. Ну, значит, аналогичные исследования можно проводить и здесь. Хорошо, давайте с вами рассмотрим еще один пример. Мы с вами нарисовали уже вот эту функцию accumulate от Jacobi symbol для случая, когда m равняется минус единице. А второй аргумент пробегает степени нечетных простых чисел. Такая вот растущая функция. И там получается, что надо из нее вычесть примерно корень от x умноженный на 0, ну, например, 0,9. Вот так вот. Чтобы погасить вот этот вот корень растущий. Но если мы возьмем и напишем здесь Euler-Phi, то мы обнаружим не растущую функцию, а наоборот, убывающую. И тоже примерно по квадратичному закону. И поэтому нам нужно будет добавлять здесь корень из x умножить на 0,09. Вот. Информация к размышлению, что называется. И на этом все. Всем удачи. Пока.